Привет, я Саша. Добро пожаловать на мой канал Cooking Time, на мою кухню Cooking Time, где мы обычно готовим что-то очень вкусное и, как правило, простое. Вот и сегодня будем печь вкуснейший и простейший в исполнении карамельный пудинг, нежнейший, тающий во рту кекс с карамельным соусом. И все это так вкусно и на самом деле так просто делать. Тыц-пыц и готово. Как всегда, следите за руками. Поехали! Первым делом разогреваем духовку до 355 градусов Фаренгейта, 180 Цельсия. И берем форму. Я использую вот такую вот прямоугольную. Можете брать квадратную, керамическую, металлическую. Просто в квадратной и прямоугольной удобно потом будет все это нарезать на кусочки и подавать. Форму обязательно смазываем маслом, как раз для того, чтобы можно было легко все это оттуда извлекать, нарезая и подавая. Финики у меня уже без косточки. Вот такие вот красивые, мягкие, одним словом, идеальные финики. И эти идеальные финики нужно порезать на достаточно небольшие кусочки. Вот прям вот так вот проходимся по финикам ножом. Если у вас нет блендера или чоппера, то тогда сразу ножом финики хорошо бы измельчить так мелко, как это возможно. Порубленные финики перекладываем в какую-нибудь чашу, миску небольшую. Добавляем туда немного соды. Дальше необходим кипяток. Прям вот только-только закипевшая в чайнике, ну или на плите в какой-нибудь кастрюле вода. Отмеряем нужное количество. Выливаем сверху на финики и соду. Хорошо перемешиваем. И пока отставляем в сторону. Друзья, прежде чем продолжите смотреть видео с рецептом, я к вам с небольшим напоминанием, как всегда. Пожалуйста, не забывайте про лайки. Можете поставить его в конце, если видео понравится. Можете сейчас авансом, а потом в конце забрать, если чем-то будете недовольны. Но, пожалуйста, про них не забывайте и пишите комментарии. Побольше комментариев с идеями, впечатлениями. В общем, все как всегда. Спасибо вам большое за поддержку. Каждого бесконечно за нее благодарю. Продолжаем. Берем чашу для смешивания. Добавляем туда сливочное масло. С помощью миксера превращаем масло в крем. Взбивая буквально 20-30 секунд на максимальной скорости. К маслу добавляем патоку. Можете использовать любой сироп. Можете использовать кленовый сироп, можете использовать глюкозный сироп, кукурузный сироп или просто мед. Но мне кажется, что и вкуснее, и красивее этот кекс, этот пудинг получается с черной патокой. Взбиваем, снова превращая все это в однородную кремовую массу. Цвет и текстура в чаше напоминают вареную сгущенку. Все перемешав, добавляем сахар. И здесь опять же для большей карамельности лучше использовать коричневый. И теперь снова за миксер все это нужно опять превратить в кремовую массу. Хорошенько перетереть масло с сахаром, ну и с имеющейся там уже патокой. В процессе, как всегда, не забываем пританцовывать. Не устану это повторять, потому что так выпечка получается гораздо вкуснее. Так любое блюдо получается гораздо вкуснее. Добавляем порцию своего хорошего настроения туда. Буквально минуту на максимальной скорости все это перетираем. Яйца. Добавляем в чашу сначала одно, вмешиваем, взбиваем, добавляем следующее и тоже его тщательно туда с помощью миксера вбиваем. Вернемся к финикам. Они постояли в кипятке минут 10, размягчились. И вот эти кусочки можно дополнительно доразмять вилкой, а можно с вилкой не мучиться и воспользоваться блендером или чоппером. Перекладываем все содержимое чаши в чоппер. Легким движением ножей, тыц-пыц, превращаем в пюре. Но мне нравится, когда совсем мелкие кусочки фиников все-таки остаются. И вот эти вот небольшие кусочки фиников, которые там останутся, они придадут кексу такую еще более тягучую карамельную структуру внутри. Возвращаемся к чаше для смешивания. Добавляем туда муку, разрыхлитель и на небольшой скорости миксера все это вмешиваем. Теперь остается добавить финиковое пюре с кусочками фиников. И пюре уже вмешиваем с помощью лопатки. Сильно перемешиванием не увлекаемся. Как только все хорошо соединили, все смешалось, останавливаемся. Возвращаемся к форме, в которой будем все это выпекать, и выкладываем туда тесто. Сверху лопаткой все разравниваем.
Как это вкусно. Такая прям карамель-карамель. Пока все это не съели, ставим в духовку, уже разогретую до 355 градусов Фаренгейта, 180 Цельсия. И выпекаться все будет 30-35 минут. Готовность можно проверить шпажкой, зубочисткой, ножом. Вставляем, вынимаем, если чисто, значит готово. Следим, чтобы там ничего не сгорело, не пересохло, но при этом поднялось, стало пышным, румяным и пропеклось. И где-то минут за 15 до того, как кекс будет готов, можно начинать готовить карамельный соус. Берем небольшой сотейник, ковш, маленькую кастрюлю. Туда сливочное масло. Для карамели, карамельного соуса я очень рекомендую попробовать вам использовать соленое сливочное масло. С ним карамель получается более интересной и изысканной. Если соленого сливочного масла нет, просто добавьте немного соли. Сахар. Я опять же использую коричневый, чтобы быстрее добиться карамельного цвета. И немного глюкозного сиропа. Можно использовать ту же черную патоку, можно любой сироп. Сироп здесь необходим не столько для вкуса, сколько для того, чтобы сахар не кристаллизовался, что у меня с языком, при прогревании. И также наготове держим комнатной температуры или даже чуть теплые сливки и ванильный экстракт. Это понадобится чуть позже, а пока ставим сотейник, кастрюлю со всем содержимым на плиту. На средний огонь. Дожидаемся, когда масло растает. И аккуратно, помешивая лопаткой, все превращаем в однородную смесь. Доводим сахар до полного растворения. Дальше необходимо дождаться, когда это все снова забурлит, закипит, и на небольшом огне слегка увариваем где-то пару минут. В случае с коричневым сахаром, в случае с коричневым сахаром совсем недолго. Белый сахар нужно будет довести до такого хотя бы легкого карамельного цвета. Пахнет сумасшедше вкусно. Карамель такая сливочная, уже такая сливочная вкусная карамель. И она, посмотрите, такая уже тягучая. Затем вливаем теплые сливки аккуратно. Перемешиваем снова до кипения, провариваем где-то минуту-две. Продолжаем все мешать венчиком, лопаткой, чтобы ничего там не приставало, не пригорало. Добавляем ванильный экстракт. Провариваем буквально минуту и все, соус готов. Теперь ему нужно дать немного подостыть, слегка подостыть. Ну и дождаться, когда будет готово то, что в духовке. Пахнет совершенно невероятно. Пока кекс еще горячий, прокалываем его вот так вот шпажкой или какой-нибудь палочкой небольшой. И сверху выливаем вот этот вот подзагустевший карамельный соус. Выливаем сначала половину соуса, даем ему просочиться во все вот эти вот дырочки, немного подостыть, схватиться, при этом сам соус, оставшуюся половину держим теплым, подвижным. Для этого можно поставить его на небольшой огонь, но следить, чтобы там все не сгорело, совсем не загустело. И когда первый слой немного схватится, покрываем оставшимся соусом. Кстати, если по какой-то причине вы хотите обойтись без большого количества сахара, ну точнее сократить его в этом десерте, просто не используйте этот карамельный соус. Хоть и очень вкусный, но при этом, конечно, содержащий много сахара, карамельный соус. И без карамельного соуса этот кекс, может быть уже не пудинг, но кекс, финиково-карамельный кекс тоже очень вкусный. В любом случае рекомендую вам его попробовать приготовить, даже если без карамели. Но, сами понимаете, с карамелью, конечно, гораздо вкуснее. Ну и теперь десерту, пудингу нужно дать слегка, ну хотя бы слегка подостыть, ну чтобы карамель, как минимум, подсхватилась сверху. Но, сами понимаете, как всегда, дожидаться полного остывания – это просто преступление. Нарезаем порционно по тарелкам, и сверху можно усугубить или усугубить шариком ванильного мороженого, пломбира или просто взбитыми сливками. А можно и просто так. Нарезаем и наслаждаемся. Какой он нежный. Это просто божественно. Вот структура, ее даже словами не описать. Она какая-то, это что-то такое нежнейшее, тающее, сливочно-карамельное. Божественно вкусное. Это очень вкусно. Вот этот вот влажный, но при этом такой весь не плотный, а воздушный кекс. Песня. Вот этот карамельный соус и сливки
не сладкие, просто взбитые сливки. И все это объединяется в какую-то просто невероятную гармонию. Очень вкусно. Самый вкусный кусочек. Не сомневаюсь. О, он пахнет как волшебно. Очень чем-то как пряничным каким-то таким прекрасным. Здесь и карамель, и что-то невероятно такое нежное и сладкое, и какое-то прям тепло-приятное в корже, в бисквите. Он какой-то такой пропитанный чем-то невероятным. Прям тает во рту. Он сладкий, но он не приторный, он какой-то прям все как надо. Волшебно. Прям волшебно. Я верю. Всем срочно надо. Обязательно. Список всех ингредиентов, как всегда, вы сможете найти в описании под видео и в прикрепленном комментарии. Я под видео, напомню, очень жду ваши лайки. И комментарии пишите обязательно, впечатлениями делитесь, идеи подкидывайте, это важно. Подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Приводите сюда своих друзей, близких. Чем нас здесь будет больше, тем видео, в том числе и с рецептами, будут выходить чаще. Всем желаю всего самого доброго, вкусного, вкуснейших пудингов. До новой скорой встречи. Пока-пока.